Новые детали обмена заключенными, месть Ирана за ликвидацию лидера Хамас и цензура в Турции. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Масштабный обмен пленными не имеет ничего общего с войной в Украине. Это не значит, что РФ готова на переговоры. Мы не видим связи между переговорами по заложникам или переговорами по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатией по поводу войны в Украине. Израиль в полной боевой готовности. Каким будет обещанный ответ Ирана фактически на удар по репутации власти? Лидер политического крыла Хамас был убит не ракетой. Новая версия ликвидации одного из лидеров группировки. Кто бы ни причинил нам боль, мы причиним ему боль в ответ. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, про комментарии и про то, что на канал нужно подписаться. И про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. В Белом доме не находят связи между самым крупным обменом заключенными и войной в Украине. Советник президента США по нацбезопасности говорит, что это два абсолютно разных трека. Мы не видим связи между переговорами по заложникам или переговорами по поводу удерживаемых лиц и любой потенциальной дипломатией по поводу войны в Украине. Мы считаем, что они действуют на разных направлениях, и Соединенные Штаты будут тесно консультироваться со всеми нашими союзниками, чтобы поддержать их, когда они будут готовы выступить вперед и приобщиться к такого рода дипломатии. Все это совсем не означает, что РФ готова к переговорам или к выводу войск из Украины. Это совсем другой процесс. Тем более, как отмечает Reuters, переговоры длились более 2 лет, а россияне были готовы к обмену еще после задержания американской баскетболистки Бритни Грайнер в России в феврале 2022 года. Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы. Сейчас площадкой для обмена стала Турция. Уже не в первый раз Турция участвует в подобных процессах. Почему Турция и кто выиграл от обмена? На эти вопросы нам ответил эксперт Илья Куса. Турция давно стала одним из каналов неформальной коммуникации между Западом и Россией. И в том числе и по Украине, и по, вот, как мы видим, многим другим вопросам. Так что это цементирует роль Турции как канала бэкдор коммуникации между Штатами, между Западом и Москвой. Вот. Скорее всего, так и останется. Россия хотела вернуть тех людей своих, которые были обвинены в шпионаже. И понятно, что Штаты были давно заинтересованы в возвращении как минимум Пола Уиллана и Эвана Гершковича, не говоря уже об остальных. Для всех это хорошая история с точки зрения их интересов. Плюс, я думаю, это неплохой подарок демократам перед выборами. Теперь, собственно, они этим воспользовались по максимуму и начали монетизировать и капитализироваться на этом событии политически, рассказывая о том, что вот они достигли, то есть они это сделали. Поэтому, возможно, это даже сыграет положительную роль для демократов перед выборами. И я думаю, что, опять же, такие обмены, они характерны были для холодной войны, для советско-американских отношений. И, я бы не сказал, я бы не переоценивал их роль в том плане, вот, что обмен состоялся и дальше должно быть что-то такое грандиозное. Вот Лукашенко решил заполнить пустоту, образовавшуюся от его неучастия в сделке, своими заявлениями. Президент США не имел никакого отношения к организации обмена между РФ и Западом, хотя сейчас пытается набивать на этом себе авторитет. А Светлана Тихановская напомнила о том, кого можно было бы отдать со стороны Беларуси. Она напомнила про своего мужа Сергея Тихановского, еще одного экс-кандидата в президенты Виктора Бабарика и его соратницы Марии Колесниковой, а также блогера Игоря Лосика. Теперь время сосредоточить все усилия на политзаключенных в Беларуси. Многие из них содержатся в нечеловеческих условиях, без доступа к необходимой медицинской помощи и без связи с внешним миром.
По поводу выдачи России убийцы чеченского полевого командира в Берлине высказался и немецкий канцлер. Освобождение стало возможным только после того, как российские граждане, работавшие в разведывательных службах и находившиеся в заключении в Европе, были депортированы и переданы России. Среди них был также Вадим Красиков, который в конце 2022 года был приговорен Берлинским судом к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения в августе 2019 года в парке Кляйнер-Тиргартен в Берлине. Заинтересованность государства в том, чтобы он был наказан, должна быть сопоставлена с опасностью для организации, а в некоторых случаях и для жизни невинных людей, находящихся в тюрьмах в России, и политических заключенных. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Американская администрация уверена в том, что Иран будет мстить Израилю и готовит массированный удар. Издание Axios пишет о том, что месть, скорее всего, состоится по той же схеме, что и предыдущая атака на Израиль 13 апреля, но, скорее всего, в больших масштабах и с участием Хизбаллы. Напомню, тогда Иран атаковал территорию Израиля большим количеством дронов и ракет. Авиация Израиля и союзников пыталась справиться с этой волной и получилось относительно успешно. Во вторник вечером мы нанесли удар по Ливану и ликвидировали Фуада Шукра точным авиаударом. Я хотел бы подчеркнуть, что в ту ночь во всем Ближнем Востоке не было совершено ни одного авиаудара, ни ракетного, ни с израильского беспилотника. И больше я ничего не могу сказать. В Израиле тоже не отстают. Премьер-министр говорит о состоянии полной боевой готовности. Израиль в высшей степени готов к любому сценарию, как в обороне, так и в наступлении. Мы возьмем очень высокую цену за любой акт агрессии против нас. После того, как позавчера мы ликвидировали военного руководителя Хизбаллы Мухсана Фуад Шукр, сегодня пришло окончательное подтверждение ликвидации военного руководителя Хамаса Мухаммада Дейфа. Дейф был ответственен за ужасную резню 7 октября, а также за множество кровавых нападений на граждан Израиля. В течение многих лет он числился в израильском розыске номер 1. Его ликвидация подтверждает простой принцип, который мы установили. Кто бы ни причинил нам боль, мы причиним ему боль в ответ. В Турции запретили Инстаграм. Без объяснения причин сервис просто перестал работать. Приложение официально заблокировано, сообщает Управление информационных технологий и связи Турции. И об этом пишет Reuters. По времени совпало с высказываниями турецкого чиновника по вопросам коммуникации Фахреттина Алтуна, который раскритиковал соцсеть за то, что они блокируют посты с соболезнованиями в связи с убийством лидера политического крыла Хамас Исмаила Хании в Тегеране. О том, не повторяет ли Турция за Россией в плане закручивания гаек, мы спросили у эксперта. У Турции были претензии к западным соцсетям, такие же, как у России, кстати. То есть Россия же заблокировали некоторые соцсети по той причине, что они не выполняют некоторые требования российских государственных регуляторных органов, типа Роскомнадзора. И поэтому их штрафовали, и потом решили, например, как Мету признать вообще экстремистской организацией. В Турции есть подобные претензии, связанные с тем, что турецкие органы тоже время от времени пытаются контролировать пространство соцсетей, фильтровать информацию, которая там публикуется, и требовать от организаций, от Меты, например, или Твиттера бывшего, чтобы они удаляли какой-то контент, который турецким властям не выгоден или не нужен. То есть я не исключаю, что с этим могло быть что-то связано, потому что клинч определенный был между турецкими властями и международными компаниями, которые связаны управляют социальными сетями. И тут нужно заметить, что российские школьники нашли успешное решение для того, чтобы обойти замедление YouTube. Они смотрят его в Майнкрафт.
А издание New York Times пишет, что по их информации лидер политического крыла Хамас Исмаил Хания был убит не ракетой, влетевшей в окно, а бомбой, заложенной в его резиденции в Тегеране. Причем, по словам источников издания, бомбу заложили еще несколько месяцев назад, и ее привели в действие дистанционно. Эта версия якобы может дать ответ на то, как ракеты смогли обойти иранскую систему ПВО. Ну а я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео. Спасибо вам за это. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал. Это, правда, очень помогает нашему и вашему развитию. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.